Добрый вечер, всем привет из Норвегии. Меня зовут Роман, я думаю, вы со мной уже знакомы. И сегодня у нас очередной эфир на такую интересную тему, как система Таро. И в этот раз мы с вами рассмотрим стихии, или правильнее сказать, масти карт Таро. Почему я вот таким образом обозначил масти Таро как стихии? Ну, во-первых, традиционно к 4 мастям Таро мы с вами относим младшие арканы. Да, вот они у нас тут все присутствуют. Все 56. В привычном формате 40 и 16. 40 младших арканов цифровых номерных и 16 арканов придворных. Они все разделены на 4 масти, каждая из которых соответствует определенной стихии. Вот об этих стихиях сегодня поговорим, и если успеем, начнем первую с вами масть или первую стихию. Однако, почему я постоянно повторяю стихии? Дело в том, что кроме младших арканов, в системе карт Таро присутствуют еще и старшие арканы, которые на первый взгляд не имеют принадлежности к масти. Однако, если рассматривать их в системе, в которой строятся карты Таро, особенно если речь идет о старших арканах, то мы можем с вами разделить их по принципу зодиакальных соответствий. Об этом говорит множество эфиров, которые я веду. Эта система была разработана, скажем так, именно в том виде, в котором мы с вами ее разбираем, Юрием Ханом, известным российским астрологом, который занимается еще и Таро. И, соответственным образом, я уже много лет разрабатываю не то чтобы собственную систему, но вот на основании этих зодиакальных соответствий, которые, в принципе, являются достаточно разумным методом для классификации этой самой системы карт Таро. И так как у нас эти старшие арканы, где по 2, где по 1, привязаны определенным иррациональным, но в то же время несколько логичным образом к знакам зодиака, либо к домам зодиака, либо к планетам этого самого зодиака, ну, в общем, астрологические соответствия, то так как у нас с вами эти самые дома и знаки, вернее, знаки зодиака имеют принадлежность к стихии, например, лев — это стихия огненная, рак — стихия водная. Определенным образом карты, которые привязаны к знакам зодиака, например, к знаку зодиака лев у нас привязана сила, к карту колесница можно сопоставить с 4 зодиакальным домом или с раком, знаком рак. Соответственно, карта 1 и 2 приобретают определенные стихийные характеристики, соответствие, можно сказать. Вот об этом мало кто говорит, а это на самом деле является важнейшим инструментом, который помогает нам с вами понимать глубже и более объемней старшие арканы наряду с младшими. С младшими это вообще, в принципе, основная тематика понимания младших арканов. От того, что если мы берем, допустим, систему Уэйта, то в системе Уэйта есть самая удобная визуальная составляющая. Это вот те самые истории в картах Таро, где Артур Уэйт вместе со своей напарницей Памелой Колман Смит определенным образом привязали значение младших арканов к номерной и стихийной составляющей. То есть 8 у нас может быть не просто 8, а может быть 8 пентаклей, либо 8 земли, 8 жезлов, либо 8 огня, 8 мечей, либо 8, которая привязана к стихии воздуха, и, соответственно, 8 кубков — это 8 воды. И те истории, которые у нас изображены на младших арканах,
с помощью мало того, что номерных характеристик, но еще с помощью стихийных характеристик могут быть расшифрованы более глубоко, более детально, более понятно, и их легче привязывать к какой-то определенной ситуации, которую вы рассматриваете с помощью этих самых карт Таро. Вот об этом мы с вами и будем говорить. То есть мы не только разберем с вами младшие арканы, которые незаслуженно на YouTube, ну не то чтобы переданы забвению, да, но трактуются достаточно вольно, так как в большинстве современных колод они разрисованы кто в лес, кто по дрова. Каждый понимает их по-своему, просто потому что к стихиям привязывать их никто особо не удосуживается. Вот об этом мы с вами позаботимся, и обязательно мы с вами попытаемся разобраться с тем, как же распределяются у нас старшие арканы по тем же самым мастям, или правильнее будет сказать стихиям. Вот об этом у нас будет с вами интенсив-курс, который будет достаточно сжатым. Я думаю, мы в 4 или, может быть, 5 лекций с вами возьмемся. Но для этого мне требуется ваша помощь в распространении этого видео на YouTube. Для этого нужно поставить лайк этому видео и написать какой-нибудь комментарий. Не обязательно хвалебный, но состоящий там из 5-6 слов. Какое-нибудь разумное предложение. Возможно, вы поделитесь чем-то своим, каким-то своим опытом. Пишите от сердца все, что вы думаете. Это только поможет. Если это видео наберет, ну давайте пусть будет 2000 лайков. Это не огромная сумма лайков на моем канале. Дело в том, что многие видео набирают и по 3, и по 4, и по 5, и по 6 тысяч лайков. 2000 лайков это то, что поможет YouTube распространить это видео на более широкую аудиторию и позволит каналу развиваться дальше. Без этого на YouTube, к сожалению, никак. Ну, я думаю, что вы прекрасно об этом осведомлены. Также я крайне рекомендую вам подписываться на телеграм-канал, который называется Пан Роман Таро. Ссылочка есть в описании к этому видео. Я уже не говорю о спонсорстве на YouTube либо на Boosty. Спонсорам доступны видео, которые доступны только спонсорам. Само собой, там интересное видео. Если что, в комментарии спрашивайте, что там есть за видео. На Телеграме мы с вами обсуждаем какие-то интересные вопросы. Я делюсь какими-то личными моментами о том, как я, допустим, живу в Норвегии, да, вот эти всякие интересные дела. И, соответственно, каждый прямой эфир я сообщаю заранее о том, что у нас сегодня с вами эфир, когда, во сколько, какая тематика будет на этом эфире рассматриваться. Телеграм – дело удобное. Вот, ну, все обязательные вещи проговорил. Так что мы с вами начинаем, собственно, разговор этот самый. По поводу системы Таро у нас уже было с вами несколько интенсивов. Не поленитесь их поискать на канале. Это достаточно важная информация. Если вы все еще ее не видели, если вы новичок, не стесняйтесь подписываться на канал. Информации много. Информация на канале является основой для обучения, для курсов практических, которые я веду в своей школе. В школе Таро, которая называется Trivium. Соответственно, практику мы разбираем на курсе Грамматика Таро, а вот тема, которую мы с вами сегодня будем разбирать, я ее собираюсь сдавать на курсе Логика Таро, где мы будем рассматривать в том числе и зодиакальное соответствие. Так что, если интересует обучение, обращайтесь, не стесняйтесь. Минутка саморекламы закончена, и, собственно, переходим к делу. По поводу стихий или мастей. Вообще, что такое стихия, если уже говорить в самых общих чертах, дать формулировку очень сложно. Почему? Не потому, что это сложное понятие. Наоборот, можно сказать, что весь наш мир делится на 4 стихии. Соответственно,
цельность нашего мира, разделенная всего лишь на 4 составляющие, может являться достаточно простыми элементами. Вот теми самыми элементалями, да, теми самыми элементарными понятиями, на которые можно разделить все, что существует в этом мире. Попросту говоря, из 4 стихий, вернее, в 4 стихиях состоит все, что находится в мире. Есть еще, конечно, 5-я стихия, но об этом поговорим чуть-чуть позже, буквально через пару минут. Однако 4 стихии, либо 4 первостихии, это вот те самые 4 части, на которые можно условно разбить мир. Сначала мы делим его на 2 части, да, на какую-то активную часть и на какую-то пассивную. На какую-то злую и на какую-то добрую, на какую-то светлую и темную, активную и пассивную, верхнюю и нижнюю, левую и правую. Как угодно можно разделить мир на 2 части. Об этом говорит дуальность нашего мира, одно из ключевых понятий, как алхимии, как астрологии, так и, в принципе, герметизма. Если говорить, собственно, о 4 стихиях, то мы уже несколько раз с вами обращались к тематике стихий, однако затрагивали их в основном в контексте рассмотрения младших арканов. Я хотел бы еще раз напомнить вам, что такое стихии. Если говорить в общем и целом, как я уже упомянул, 4 стихии в античной и средневековой натуральной философии — это 4 первоосновы мира. Они вам все хорошо знакомы. Это земля, вода, воздух и огонь. Важно, очень важно разделять античную и средневековую европейскую философию и древнекитайскую, либо восточную философию, в которой существует аналогичное учение о первоосновах мира, только там их 5. Огонь, вода, дерево, металл и земля. То есть воздуха там как такового не присутствует. Присутствует понимание мира с несколько других позиций. Это выражается как в несколько другой философии, взгляде на мир и, соответственно, в несколько других действиях. Важно понимать, что астрология, которую многие называют восточным типом астрологии, то есть лунная астрология, либо джиотиш, чуть больше, чем полностью основана на восточном взгляде на мир, на существующую реальность. Мы же с вами рассматриваем традиционную европейскую, либо современную европейскую астрологию и философию, которая делится все-таки на 4 первоосновы. Проще говоря, все в нашем мире можно разделить на 4 составляющие. Все в нашем мире может существовать в одном из 4 состояний, агрегатных состояний. Либо в нескольких сразу, но изначально их 4. Земля — это твердое состояние вещества, например, лед, да, если мы берем воду. Вода — это жидкое состояние вещества, текучее, мутабельное такое. Собственно, вода и есть вода как жидкость. Воздух — это газообразное состояние вещества, либо пар, если опять же мы говорим об H2O. И, соответственно, огонь. С огнем все несколько сложнее, но если мы вспомним из курса школьной физики, что существует такое понятие, как плазма, плазменное состояние вещества, то вот вам этот самый огонь. Традиционно считалось, что 4 стихии можно разбить по качествам. Например, огонь у нас с вами будет обладать одновременно теплом и сухостью. Это стихия теплая и сухая. То есть она дает нам энергию. В противоположность, допустим, вода, она влажная и холодная. Эта стихия забирает у нас определенного рода энергию, если речь идет об огне. И, соответственно, огонь противоборствует, противодействует этой самой воде. Влажной является
противоположностью сухости, а холодное является противоположностью тепла. То же самое у нас и с воздухом, и землей. Земля обладает качествами холода и сухости, а воздух обладает качествами влажности и тепла. То есть определенным образом воздух может взаимодействовать с каждой из остальных стихий, точно так же, как каждая стихия может взаимодействовать с тремя другими. Из этого взаимодействия стихийного, в принципе, и состоит наш мир чуть больше, как говорится, чем полностью. Вот как-то так. Есть определенная иерархия этих самых стихий. Особенно если мы рассматриваем взаимодействие этих стихий в материальном мире, в реальном существующем мире, который является в основе своей, конечно, земным. Да? Земля будет превалирующей стихией, и она будет находиться в центре, если верить классификации средневековых алхимиков и астрологов. Ну, действительно, раньше в геоцентрической системе Земля находилась в центре, все стекалось к Земле. Если мы посмотрим живую природу, вода падает на Землю, Земля впитывает воду, Земля является самым нижним уровнем того, к чему все стекается. Земля впитывает в себя все. Вода может быть немножечко повыше. Воздух стремится вырвать, то есть Земля держит воду. Вода находится над Землей, соответственно, да? Дно, потом вода. Воздух вытесняется из воды вверх. Соответственно, он находится в этой иерархии еще выше. С огнем, опять же, все несколько сложнее, пока мы с вами не добрались до метафор. Пока мы говорим только о основах, да, о том, что мы можем видеть в физическом материальном мире. Огонь в древние времена сам по себе появлялся у человека крайне редко. И если появлялся как-то самостоятельно, каким-то образом божественным, скажем так, да, дорогое мироздание даровало людям огонь, чаще всего он приходил с неба. То есть огонь в понимании средневекового либо доисторического человека, античного человека, он находится над воздухом, потому что молния приходит из-за облаков. Над воздухом есть некое вместилище богов, которые в нас швыряют этим самым огнем, скажем так. История о том, как вулканы просыпаются и выплескивают наружу огонь, они крайне редки. В общем и целом в мифологии все-таки больше присутствует теория того, что огонь появляется с неба, сверху. Есть еще и пятая стихия, о которой я вам говорил. Пятая стихия в плане европейского понимания стихий. Это так называемый эфир, который мы с вами рассматривать сегодня не будем. Но по уверениям средневековых алхимиков, одним из самых известных, допустим, является Парацельс. Пятая стихия, эфир, является квинтэссенцией вот всех этих стихий. То есть он объединяет в себе все 4 стихии. Традиционно эфир считался вместилищем души, либо каких-то высших идей, которые содержат полное знание о мире, скажем так. Называть его можно по-разному, можно его называть астрал, можно его называть хроники Акаши, коллективное бессознательное, что угодно, но в общем и целом, если мы говорим метафорически, аллегорически, да, то это вот то самое вместилище всего и вся, в чем находятся 4 стихии. Парацельс и другие античные и средневековые ученые, мыслители считали, что после смерти тело разлагается на 4 вот эти самые составляющие стихии первого элемента, а 5-й элемент, соответственно, дух, продолжает некоторое время существовать в материальном мире по инерции вот возле тех мест, которые ему были близки во время материального воплощения, скажем так. Именно поэтому существуют кладбища, существуют определенные ритуалы, существуют определенные сроки, в которые нужно эти погребальные ритуалы проводить. Вот. Можно
в определенной мере сказать, что эфир, особенно с идеей содержания в себе, извините за тавтологию, тех самых основных идей, очень похож на философскую идею, на философскую концепцию старших арканов. То есть, если у нас есть если у нас есть материальный мир, разделенный на 4 стихии, которые у нас выражены в младших арканах, то определенное философское учение, которое содержится в старших арканах, то есть тот самый, о котором я уже вам говорил, алгоритм развития всего и вся, алгоритм законов не столько и не только природы, сколько мироздания, вполне тянет на 5-ю стихию, на эфир, который содержит в себе все 4 предыдущие стихии. Допустим, мы с вами рассматривали карту Император, который волшебным образом похож на каждого из королей. Он тоже сидит на троне, он тоже является, он в первую очередь является воплощением идеи мужественности, порядка, цивилизованности и последовательных действий. И он содержит в себе идеи всех 4 королей. Точно так же, как императрицу мы можем отрядить в самую главную королеву. Это не просто королева, это императрица. Если вы помните, император и императрица управляют империей. А империя это, не то чтобы содружество, но такое сообщество, определенный союз царств. Главным над всеми королями этих царств является император. То есть он как собирательный образ власти и миропорядка. Так что, в принципе, могут старшие арканы тянуть на 5-ю масть, на 5-ю стихию, вернее. Однако, как я уже сказал, у нас существует деление этих самых старших арканов по зодиакальным соответствиям, и мы определенным образом можем с вами привязать старшие арканы тоже к стихиям. Я коротенько перечислю. Маг и Верховная Жрица — это огненная стихия. Императрица и император, вот соединение 4 стихий в материальном мире, является самым, скажем так, фиксированным земным знаком, тельцом, да, вот есть та самая Земля. Далее воздух, работа с информацией, иерофант и влюбленные, правила и выбор своего пути. Водная стихия у нас выражена в колеснице. В карте сила мы с вами видим воздействие стихии огня. Отшельник и колесо фортуны повторяют у нас идею Девы с ее земным воплощением. Мутабельная земля относится к 2 картам: колесо фортуны и отшельник. Воздушная стихия — это правосудие и повешенный. У нас с вами выходит на передний план опять те же самые планеты, о которых мы с вами говорили раньше в предыдущих эфирах, поэтому если вы впервые на канале, подписывайтесь, вы найдете много интересного для себя, если вас уже заинтересовал этот эфир. Водная стихия Скорпиона привязана у нас к карте смерти и к карте умеренность. Дьявол отвечает за огненное управление Юпитером или Стрельцом. Земная стихия в своей кардинальной стадии, жесткая как гранит, либо как бриллиант, символика материальной власти, материальной силы, материальной власти, это карта башня. И соответственным образом звезда и луна относятся у нас к небесной сфере, к сфере воздуха в ее фиксированном воплощении в знаке Водолей. И соответственным образом у нас последние 2 карты в этом круговом ряду, Солнце и Страшный суд, относятся к эмоциональной стихии Рыбы с ее Нептуном и Юпитером. 2 карты центральные, которые называются Шут и Мир,
условно можно отнести к к воздушной стихии, однако мир объединяет в себе все понятия. В мире содержится все. Поэтому мир я бы отнес все-таки к теории эфира. А вот шут с его идеей нового любопытства, с идеей сбора информации, можно без зазрения совести, скажем так, ничтоже сумняшися, отнести к Урану традиционно с его вечным стремлением к чему-то новенькому. В любом случае, и мир, и шут по ощущениям достаточно воздушные карты. Мир прям витает в этом воздухе, ну и шут тоже насыщен вот этим простором новых возможностей. И в визуальном, и в смысловом звучании, скажем так. Вот это коротенько. Что это нам дает? Понимая каждую из стихий, мы с вами можем глубже ощущать карты старших арканов. Например, маг у нас приобретает не просто работу с информационным планом, но и насыщается энергией желания действовать. И волшебным образом начинает звучать французский фразеологизм «жечь свечу с двух концов, с двух фитилей», да, то есть хотеть чего-то очень сильно, на 200%. Маг реализует, как бы из воздуха берет какие-то желания и реализует их на материальном уровне. Как будто зажигает свечку силой своего желания. Верховная жрица — тема скрытого, внутреннего, глубинного желания. Причем эмоционально окрашенного, такого, за которое отвечает ее планета Плутон, которая является водной планетой, хоть и находится в первом зодиакальном доме. На самом деле, эта система является достаточно сложной, запутанной на первый взгляд. Однако, если проработать с ней некоторое время, опробовать ее, скажем так, на собственном опыте, на собственных руках, в собственных раскладах, в работе с клиентами, а я на секундочку этим занимаюсь уже без малого 13 лет, можете мне поверить, зодиакальное соответствие и стихийное соответствие в старших арканах представлены полностью. Вот у нас там в чате пишет, что по моим ощущениям Луна и Жрица как будто больше водные, они про интуицию, нечто тайное, ближе к воде. Вода в самом деле является прибежищем эмоций, а эмоции понять логикой невозможно, однако они являются чуть ли не первоисточником всего, что происходит в нашем мире. То есть вода одна из ключевых стихий, которая отвечает за движение вперед, за изменения. Вы не зря считаете карту Верховная Жрица несколько водной, как раз потому, что к ней имеет непосредственное отношение планета Плутон. Планета, которая является первым управителем до 8-го водного сектора знака Скорпион, который является водным знаком. Вот. Плутон в свое время считался владыкой подземных вод, скрытых эмоций. Вот такие дела. Более подробно о старших арканах мы можем с вами поговорить на курсе, который называется «Логика Таро», и который будет у нас с вами стартовать, я думаю, где-то к середине лета. Я надеюсь, что наберется достаточное количество желающих прослушать курс логики Таро. Это будет скорее теоретический курс. Практический курс у нас называется «Грамматика Таро» и направлен на работу с раскладами. Один из курсов «Грамматика Таро» идет сейчас. Его можно приобрести в записи, либо записаться на следующий онлайн-поток, который у нас стартует в конце лета. Так что таким образом в нашей школе Trivium, да, в котором я планирую 3 пути развития обучения: грамматика Таро, логика Таро и риторика.
мы с вами будем определенным образом с разных сторон, независимо как бы вот этих сторон, рассматривать карты Таро так, как вам нравится. Кому с практической точки зрения, кому с теоретической, с астрологической, со стихийной. Это тоже важно, тоже нужно. Кому-то нужно одно, кому-то другое. Давайте теперь, то есть я думаю, что мысль вы уловили, каким образом стихии соотносятся с картами старших арканов, ровно тем образом, каким эти карты привязаны к знакам зодиака. По знакам зодиака у нас с вами есть интенсив-курс, который называется «Старшие арканы». Поищите на эфире, там все есть. По каждой карте есть подробный отдельный эфир. Вот такой вот. Теперь, если же вернуться к тематике стихий или мастей. Есть разночтение в привязке мастей к стихиям. Давайте об этом поговорим. Сразу с места в карьер обозначим. Скажем так, я не претендую на истину в последней инстанции, но если я работаю с картами Таро, я определенным образом привязываю свое видение стихий к какой-то все-таки устойчивой системе. И если вам интересен мой взгляд на карты Таро, то эта система для вас может являться так называемой правильной системой. В этой системе могу сказать, что это традиционная система английская, в которой Земля относится к масти пентаклей, либо, как ее еще называют, монеты, либо динарии. Огонь относится к масти жезлов, либо масть жезлов. Посохов относится к стихии огня. Воздух содержит в себе масть мечей. Их еще называют сабли, ножи, в общем, острые режущие предметы, самым разным образом изображенные в разных картах Таро. И, соответственно, вода, тут особо разночтений нет, кубки, либо чаши, сосуды определенного рода. Это, соответственно, водная стихия. Разночтение есть в привязке огня либо воздуха к двум активным стихиям. Что такое активные и неактивные, либо пассивные стихии, сейчас мы с вами чуть попозже поговорим. Некоторые тарологи, в рассуждениях которых чувствуется красной нитью привязанность к концепции восточной астрологии, концепции разделения личностей на 4 касты, так называемые, зачастую привязывают стихию воздуха к жезлам. Потому как в восточной терминологии, в восточной традиции стихия воздуха привязана к правителям. И символикой правителя является жезл с точки зрения восточного менталитета. А вот мечи, как тематика воина, воинства, привязываются к стихии огня. Мне это не то чтобы не близко, мне это даже до конца непонятно, хотя определенную логику я вижу. Там сложно не видеть логику, однако принять это я никак не могу от того, как я человек европейский. И система Таро привязана все-таки к европейской точке зрения, к европейской астрологии, к европейской нумерологии. Корни могут иметь где угодно разные дисциплины, однако, скажем так, эпоху взросления, роста и возмужания карты Таро прошли в Европе. Поэтому они отображают европейский взгляд на построение общества, где присутствуют 4 стихии в виде 4 сословий средневековых. Как распределяются сословия в Индии, касты, да, это вопрос индийский.
Если вам близка тематика Индии, я с вами не спорю, каждому свое, просто, скажем так, рассматриваю свою тематику. В европейской символике жезлы либо посохи могут говорить об управлении, вне всяких сомнений. Если мы говорим о, допустим, тематике управления с помощью жезлов, жезл, конечно же, присутствовал в атрибутике царей, королей, императоров, управленцев на разного рода мастей. От того, что жезлы являются символикой поводыря, пастыря, вождя, пастуха, который ведет за собой неразумное большинство. Самый сильный, самый умный должен заботиться о других твердой рукой, направляя их определенным жезлом в определенном направлении. Однако в европейской систематике, скажем так, в европейской символике королями и властителями, скажем так, человечества, людей, всех других сословий, являлось воинское сословие. Воинское сословие в своей символике обязательно имело тематику острого режущего оружия. Поэтому в Европе символика меча четко привязана к человеку, который не просто сильный, но еще и умный. Жезлы управляют желаниями людей. А тематика силы и управления силового содержится в масти мечей, содержится в стихии воздуха. Можно сказать, что жезлы, управляющие желаниями, относятся к политике. А вот мечи, управление разумным исходом дела, расчетливым и кропотливым, больше относятся к воинской науке, к выдержке, к чести, к доблести и к умению сдержать слово, данное вассалам, сюзерену. Поэтому давайте в европейской терминологии все-таки будем рассматривать масть мечей как масть воинов, которые хорошо понимали, что делали. Жезлы управляют желаниями. Жезлы — тема политическая. Даже в современном мире мы до конца не можем понять, кто же управляет в конце концов человечеством. До сих пор идет борьба силовиков с политиками, скажем так. Политики опираются на власть, данную им народом, на поддержку народных масс, скажем так. Управлять этими народными массами можно с помощью нехитрых манипуляций, говоря о желаниях этих самых людей. Грубо говоря, политика. А вот мечи — это тематика воинская. И у кого ружье, тот и прав. Тот, у кого есть оружие, не будет спрашивать о том, чего ты хочешь. Он будет тебе диктовать свою волю. Вот такие дела. Надеюсь, все-таки с тематикой распределения власти по двум стихиям у нас с вами более или менее намечен европейский взгляд на существующую природу вещей. С пентаклями и кубками никаких разночтений у современных тарологов нет, просто потому что масть воды достаточно непосредственным образом привязана у нас к масти, вернее, стихия воды непосредственным образом у нас с вами фигурирует в изображениях масти кубков. И, соответственно, пентакли и есть земля, так как ничего им больше не остается из остальных стихий. Алена Малышева пишет, что жезлы — это огонь, хотя бы потому, что у Уэйта там практически на каждой жезловой карте саламандра. Совершенно верно, есть такое дело. Уэйт — приверженец английской школы Таро.
ну как приверженец, чуть ли не родоначальник, да? Вот. Нельзя отдавать ему пальму первенства, так как он все-таки перерабатывал чужие идеи и делал это великолепно, блестяще. Однако в самом деле стихия мечей, вернее масть мечей у нас с вами визуально изображена очень воздушной. Присутствуют бабочки, присутствуют птицы, присутствуют порывы ветра, которые, скажем так, непосредственно изображены на картинках. И стихия огненная у нас легко угадывается в масти жезлов, если мы говорим о стихии, если мы говорим о колоде Таро Артура Уэйта. Действительно, и... Так, секундочку. В самом деле, корона, допустим, короля жезлов выполнена в виде языков пламени. Гамма его одежды огненно-красная. Саламандры — это действительно животное, которое имеет непосредственную аллегорическую связь с огненной стихией. Львы в тематике в тематике королевы жезлов тоже говорят о огненном присутствии. Ну и плюмаж на шлеме огненно-рыжего рыцаря жезлов и гнедая масть его коня, рыжая масть, скажем так, тоже говорит о том, что это без сомнения огненная стихия. Все разночтения уповают на то, что Уэйт сам не понимал, что делал. Вот, все это основано на том, еще раз, что в восточном взгляде на стихии жезлы отданы власти. Власть — это силовая, воздушная, как бы, стихия. Так оно и есть. И мы с вами в следующих лекциях обязательно подробно поговорим о каждой из стихий, разберем подробно пентакли, разберем жезлы, разберем мечи и кубки с точки зрения стихии, которая присутствует в каждой из мастей. Что еще надо сказать о стихиях? Так и так. Ну, давайте посмотрим. Эти самые 4 стихии в современном мире, как и в средневековом, представлены в массовой культуре. Изначально массовая культура была сосредоточена на религиозной тематике. Конечно, там присутствует разделение на 4 стихии. Например, Библия, Евангелие разделено на 4 авторства. Да? Изначально мы уже с вами знаем, что апокрифов было больше, то есть первичных Евангелий было больше. Однако на Вселенском соборе, на Первом-Втором Вселенском соборе были выделены 4 основных Евангелия. У меня с именами сложно, я постоянно, к сожалению, забываю имена. Ну, постоянные зрители канала об этом знают. Евангелие от Марка, от Иоанна, от Матфея и от Луки. Впервые вспомнил правильно. Соответственным образом 4 стихии у нас узнаются в тетраморфе. Это, скажем так, символика как 4 евангелистов, так и 4 стихий. И надо сказать, что каждая из Евангелий сохраняет дух стихии. Я уж не буду вас путать, к какой стихии относится каждое Евангелие, однако все это достаточно легко узнаваемо, если вы загуглите, к символике какого евангелиста относится каждый из участников тетраморфа. Тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный,
чей так светил взор незабываемый. Ну и, собственно, сам человек, как символика воздуха, разума, тоже присутствует в тетраморфе. В современном мире, ну, во-первых, виды темперамента, разработанные психологами, этими современными жрецами, скажем так. И если говорить о религии, то без сомнений, современная религия — это психология. Именно психология пытается объяснить, что и как мы с вами можем разделить в самом человеке на 4 стихии. Какие типы темперамента у нас присутствуют. Я взял первый попавшийся сайт на эту тематику, взял первую попавшуюся картинку, просто потому что их море, тьма тьмущая. Кто такие меланхолики, холерики, флегматики и сангвиники, вы можете с легкостью загуглить и, так, как говорится, насладиться информацией. Надо только сказать, что в данной случайной картинке, я так вижу, автор не смог отказать себе в, скажем так, симпатии и антипатии к определенным стихиям. Например, стихия воды у него пропитана чувствами угрюмости, тревожности. Это неподатливые, неуравновешенные, пессимистичные, замкнутые, необщительные и тихие люди. Такие грустные и боязливые товарищи. В противовес этому сангвиник, воздушный человек, он такой общительный, открытый, разговорчивый, доступный, беспечный, инициативный, беззаботный и живой. Прям ощущается положительная динамика, да? На самом деле все эти качества действительно присущи этим стихиям, однако в их трактовке надо соблюдать нейтральность, иначе вы рискуете попасть вот в эту историю, где меланхолик у вас грустный, противный, а сангвиник наоборот весь такой позитивный, хороший. То же самое у нас с холериками и флегматиками. Холерик охарактеризован как истеричный и хамоватый тип личности, а вот Земля, флегматик, спокойный и медлительный. Тут, как говорится, кому что больше нравится. Ну вот эта тематика интровертов, экстравертов в психоанализе, в аналитической психологии является одной из базовых понятий. Деление всех типов темперамента на 4 изначальные такие общие группы. И вот эти 4 общие группы в мировой культуре, как правило, дают определенного рода взаимодействие, гармоничное взаимодействие, которое перекрывает все необходимые для привлечения интереса человека темы. Если мы берем классический образ холериков, сангвиников, флегматиков и меланхоликов, да, мы с вами видим Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. 4 классических характера. Надо сказать, что автор, да, Дюма, Александр Дюма, он хорошо знал алхимию, хорошо знал астрологию, был определенного градуса масоном, и там участвовал в этой деятельности по самые уши. Поэтому он абсолютно сознательно вырисовал 4 характера, четко разделенные на 4 стихии. И без сомнения, в образе Портоса мы узнаем такую добродушную, медлительную, полноватую, сильную и честную землю. Несколько простоватую, но конкретную и непосредственную. В образе Атоса мы видим такого воздушного, благородного воина, который являлся мозгом всей этой кампании, энергичным сердцем всей кампании был, без сомнения, Д'Артаньян, огненный типаж, да, который следовал за своими желаниями, не мог удержаться от того, чтобы не вляпаться в какую-нибудь очередную, обязательно политизированную историю и строил себе
карьерную лестницу в обществе просто потому, что ему надо было достичь каких-то определенных высот, как это надо людям огненной тематики. И соответственным образом у нас остается Арамис, Аббат Дербле, без сомнения водная стихия, без сомнения эмоциональный душа компании, скажем так, и, скажем так, дамский угодник, несмотря на то, что аббат. Вот. Можно сказать, что здесь у нас в полный рост присутствует взаимодействие, гармоничное взаимодействие 4 стихий. Именно таким образом человек должен рассматривать в своем нутре, скажем так, взаимодействие своих 4 стихий. Физического тела, а-ля Земля, желаний, да, темпераментных, огненных, холодной рассудительности разума, это воздух, и эмоциональной подачи воды. Да, вот те самые эмоции, которые заставляют возникать желания, двигают мысли, мысли воплощают жизнь в реальность, да, задумку воплощают на материальном земном уровне. Таким образом, как бы у классической, да и современной астрологии существует определенным образом направление развития какой-то идеи. Эмоционально мы воспринимаем ситуацию. Эмоция — это непосредственное восприятие ситуации человеком. Интуитивно, эмоционально, можно сказать. То есть упростить до понимания, мы можем упростить это до понимания того, что ситуация, в которой мы оказались, может нам нравиться, либо не нравиться. Ну, то есть устраивать или не устраивать. Это в первую очередь эмоциональная оценка, которая идет первой, потому как она основана на непосредственном доразумном, до эмпатичном как бы ощущении того, где оказался человек. Он просто оказывается в чем-то, и ему это нравится, и тогда он бездействует, да, он находится в спокойных эмоциях. Либо ему что-то не нравится, и он начинает испытывать какое-то желание исправить ситуацию в соответствии с тем, как она ему видится, правильной либо неправильной. Появление желания влечет за собой необходимость действовать, воплощать свои желания в материальном мире в виде Земли. Однако, до этого, в плане правильного взаимодействия стихий, у нас должен включаться мозг. Мы должны разумом оценить последствия воздействия нашего желания на окружающий материальный мир. То есть, как изменится та ситуация, которая тебе нравится или нет, если ты начнешь делать то, что ты хочешь. И что ты получишь по итогу? На какой результат должно быть направлено твое огненное желание, которое ведет тебя за собой как выход из неприятной ситуации? Повторим еще раз. Вода — это возникающее ощущение от ситуации. Огонь — это желание, которое возникает следом за ощущением эмоциональным. Огонь переходит в разум, в воздух. Воздух, который осмысливает, оценивает воздействие желания на ситуацию и понимает, какому земному результату, что мы получим по итогу, сколько в граммах мы получим, сколько в деньгах, в монетах, в люля-кебабах, либо в чем там еще мы получим после воплощения своего желания. И если то, что мы получаем, нам нравится, у нас возникает эмоция, следом, да, тот же самый круг, которая успокаивает наше желание, успокаивает нашу мысль, и мысль понимает, что дальнейшей земли не требуется, дальше ничего делать не надо. Если же полученный результат нам не нравится, мы раздражаемся, испытываем негативную эмоцию, у нас возникает очередное желание исправить как-то это дело по-другому. Мы начинаем по другому варианту
продумывать свои действия, чтобы получить другой результат, другую землю. Таким образом, у нас есть такая цепочка. Вода, огонь, воздух, земля. Примерно таким образом можно рассматривать взаимодействие человека и материального мира. Цепочка может быть выстроена удобным для вас образом. Вы можете ощущать сначала, в зависимости от того, какой у вас тип темперамента, какой у вас характер, скажем так, под что он у вас заточен. Вы замечаете, цепляете вниманием какую-то одну из стихий. Эмоциональные люди цепляют в первую очередь эмоцию. Эмоциональные люди замечают, нравится им это или нет. В общем и целом, что-то мне тут не нравится, да, надо подумать, что же именно мне тут не нравится. Что-то хочу, не знаю, что я хочу, надо понять, что за ситуация, чтобы понять, какую эмоцию я испытываю. Эмоциональные люди ощущают фоновую эмоцию, скажем так. Нравится, не нравится. Огненные люди оценивают, замечают возникновение желания. Эмоция может проходить мимо них. Они могут не замечать эмоцию, но так как они заточены под фиксирование внимания на огне, на желании, то соответственным образом они замечают в первую очередь желание. И эта цепочка начинается у них с огненного желания и заканчивается водным. У воздушных фокусировка внимания сосредоточена на разуме, на разумном воздушном воздействии, на мысли. Поэтому они ведут отсчет ситуации с той мысли, которая из них возникает. И они могут, скажем так, логически вычленить, выследить, откуда у них появилась эта мысль. Но они, в конце концов, люди воздушные, не глупые, сообразительные, скажем так. И соответственным образом материальные люди, вот там несколько сложная логика, однако она является, наверное, самой выигрышной. Человек стихии Земли в первую очередь понимает выгодность либо невыгодность ситуации. Он оценивает конечный результат, который уже маячит перед ним. То есть он замечает результат каких-то действий, в которых он находится. Этот результат привлекает его внимание, и отсчет ситуации, отсчет этого круга, алгоритма взаимодействия стихий у земных людей начинается с материального чего-то. Это не эмоциональный фон, это скорее дискомфорт физический. Нехватка денег, какие-то болезненные ощущения. Поэтому земные люди обращают внимание на вкус, на цвет, на запах, и когда что-то, на сумму денег, да, на физический внешний вид. И когда что-то из этого их не устраивает, у них включаются уже эмоции, потом желания, а потом уже мысли, как же это все сделать. То есть, в общем и целом, вся эта тема идет у нас примерно по одному и тому же кругу, но для разных людей начинается с разных моментов. Начинается с разных этих самых, с разных стихий. Вот у нас это кольцо зодиакальное, да, уже знакомое вам по предыдущим лекциям. Кому не знакомое, подписывайтесь и ищите, смотрите в плейлистах, есть подробно по каждой карте эфиры. Вот это кольцо взаимодействия стихий, оно еще разделено на несколько этапов, да, завязка, кульминация, развязка. Об этом мы тоже будем говорить подробно, но это несколько боковая, скажем так, тематика, непосредственным образом связанная, но действительно сложная и объемная, поэтому рассматривать ее надо, наверное, все-таки отдельно в курсе логика Таро, поэтому если вам будет интересно, вы получите ближе к концу, ближе к середине лета возможность поучаствовать в курсе логика Таро. Там мы вот эти глубокие взаимосвязи будем изучать.
Что нам дает вот этот алгоритм? Этот алгоритм дает нам понимание того, что, допустим, вот этот самый маг — это проявленные желания. Почему оно проявлено? Потому что глубоко внутри себя ты чувствуешь что-то такое, что является для тебя безусловно правильным, либо безусловно неправильным. Верховная жрица внутри тебя дает тебе ощущение сразу правильности либо неправильности. Грубо говоря, совесть. Да? По совести ты и так знаешь, что для тебя хорошо, что для тебя плохо. Дальнейшие земные карты у нас с вами вот, говорят о императоре и императрице. Система взаимодействия зодиакальная может рассматриваться другим образом. Желание может влечь за собой какое-то физическое воплощение. Ну, то есть огонь может влечь за собой землю, земля может вызывать к мысли какие-то разумные доводы, и разумные доводы будут воплощаться в действия, которые будут давать результат, который вы будете эмоционально воспринимать. То есть, в принципе, вот эта цепочка: оказался в какой-то ситуации, ощутил, сравнил, нравится или нет, подумал, что нужно сделать дальше, и сравнил результат с первоначальной ситуацией, присутствует и в астрологии тоже. Пожалуйста, без проблем. Каким именно образом, уже зависит от того, как вы это выстроите. Выстраивать можно, в принципе, как угодно. Каждая стихия может идти за следующей, как она у вас будет идти. Вот. Однако есть классическая астрологическая схема, есть схема, допустим, логичная по алхимии, есть схема просто по пониманию ситуации, есть схема психологическая, уже сейчас множество когнитивных схем, если вы поклонник психологического подхода. Вот. В общем и целом все это строится тем образом, который вам кажется естественным. Там нет жестких правил, которые нужно следовать, соблюдать, как в астрологии. Работа со стихиями настолько общая, настолько широко охватываемая, что в принципе какие-то правила будут там рассматриваться достаточно общо. И это дает нам, как тарологам, свободу действия и, скажем так, ну не то чтобы полную, но достаточно широкую безнаказанность в использовании этой ситуации так, как вам нравится. Однако, очень важно все-таки знать эти самые стихии. Например, огненные знаки Овен, Лев и Стрелец стихия, как и воздушная знаки Близнецы, Весы и Водолей, относятся к так называемым мужским стихиям, активным. Если мы оставляем стихию в спокойствии, мы смотрим на ее действия и оцениваем, эта стихия активная либо пассивная, мужская либо женская. И, конечно, понимаю, что звучу сейчас несовременно по поводу мужская-женская, но, извините, мы с вами говорим о средневековом взгляде на мир, который много тысячелетий главенствовал и процветал. То, что за последние 50 лет начинает что-то выравниваться, я считаю следствием развития. Однако вот эти тысячи лет просто так как бы форточку не выкинешь. Поэтому мужские стихии ощущаются активными, женские воспринимающими, пассивными. То есть активная мужская стихия дает тебе энергию. Женская как бы забирает. Но в плане энергии есть еще и другая тематика. Мужская стихия действует, женская, ну, как бы бездействует, выжидает, скажем так, удобного момента. Воздух в тематике Близнецов, Весов и Водолеев, он отбирает у вас определенным образом энергию, причем отбирает активно.
Потому как, ну, если мы сравним свои ощущения в реальном материальном мире, нам будет гораздо проще понять эти стихии. Допустим, воздух забирает у вас энергию, потому как на воздухе нам становится холодно. Огонь, наоборот, дает нам энергию, потому как мы ощущаем это тепло, мы напитываемся этим теплом. В свою очередь, женская пассивная стихия Земли, знаки, относящиеся к женской стихии, это Телец, Дева и Козерог, Земля кормит нас, Земля дает нам содержащиеся в ней какие-то природные богатства. Из Земли все растет. Земля, как мать природа, нас кормит. А вот женская стихия холодная, да, водная, Рак, Скорпион и знак Рыб относятся к водной, холодной стихии, к пассивной. Вода забирает у нас энергию от того, что в естественной природе вода чаще всего присутствует в холодном виде. Если человек ныряет в воду, он, как правило, начинает мерзнуть. Причем мерзнуть очень активно. Жадная женская вода забирает силы из тела очень быстро. Эмоции определенным образом, скажем так, обессиливают человека, если они слишком насыщенные. Причем неважно, положительные, отрицательные. Вода, как тематика эмоций, утомляет человека достаточно быстро. Вы не можете волноваться либо радоваться долго. У вас быстро заканчиваются силы. С другой стороны, Земля — это стихия достаточно пассивная, достаточно медленная. На Земле мы можем стоять долго. Земля нас поддерживает. Земля нас согревает в какие-то моменты, если на нее опереться, в нее можно спрятаться от холода воздуха, допустим. Земля нас подпитывает, дает нам ощущения, дает нам конкретику каких-то наших действий. Это физическое воплощение наших желаний, наших действий в том, что мы видим в окружающем мире. Воздух, как разум, нельзя сказать, что он как-то заставляет нас действовать. Но мы ничего не можем поделать с определенными идеями, которые присутствуют, допустим, у нас в мыслях, в голове. Поэтому мы подчиняемся воздействию воздуха. Мы понимаем, что мы зависим определенным образом от ситуации и вынуждены делать что-то правильно. Поэтому близнецы, весы и водолей, допустим, хорошо работают с информацией. А вот овен, лев и стрелец могут мало того, что быть для себя достаточно активным источником энергии, такими батарейками на ножках, но еще и подпитывать социальное окружение вокруг себя. Овен за счет того, что он вырабатывает свое острое желание и концентрируется на нем. Лев собирает, лев распространяет свое желание на свой близкий круг, а стрелец может обрабатывать желание большого количества народных масс и вести куда-то за собой. То есть делиться этой самой энергией позволяет огненная стихия, стихия желаний, стихия политики, скажем так. Вот. О фиксированности, кардинальности и мутабельности, я думаю, мы пока с вами говорить не будем. Просто потому, что эта тема длинная, сложная, и я думаю, опять же, нужно что-то оставить на курс логика Таро. Еще раз, если вам интересна вот эта тематика, пожалуйста, спрашивайте о обучении, что оно, как оно. В зависимости от того, в какой момент вы смотрите запись этого эфира, соответственно, может стартовать какой-то очередной курс. Не стесняйтесь обращаться ко мне в Telegram. Вот такие дела. Также в этом самом курсе мы с вами будем рассматривать тематику взаимодействия этих самых стихий по кардинальному принципу, по фиксированному, по мутабельному и по взаимодействию между собой. Какие стихии там друг с дружкой воюют, какие стихии друг с дружкой
дружат. Вот коротенько, так как у нас интенсив курс, да, обозначу. Противоположное по крестам стихии, допустим, вода и земля, несмотря на то, что они являются дружественными, определенным образом заставляют человека взаимодействовать. То есть не дают ему спокойствия, дают ему мотивацию действовать, скажем так. Это считается не очень хорошим аспектом в астрологии, только потому, что это заставляет человека испытывать какое-то беспокойство и желание что-то совершить. Такой энергетический толчок. То же самое, негативный аспект противостояния воздушной по близнецам, допустим, и огненной по этим самым, по стрельцу энергии, дает определенный тип деятельности, заставляет что-то делать. Каким образом? Если мы представляем вот эти самые стихии в естественной природе, в естественной среде обитания, мы с вами можем вспомнить, что воздух, речь о воздушных близнецах, и огонь, речь о стрельце, воздух раздувает огонь желания. Мысли подзадоривают желание. С другой стороны, огонь желаний разогревает этот самый воздух. Друг без дружки они взаимодействовать не могут. Огонь не может гореть под водой, огонь не может гореть под землей. То же самое, под водой и под землей у нас нет места для воздуха. Таким образом, земля и вода входят в свой тип взаимодействия, где они насыщают и дополняют друг друга. Вода увлажняет землю и заставляет ее определенным образом приносить какие-то плоды, дары. И земля принимает эту самую воду, поддерживает ее в какой-то форме, да, либо наполняется ею, либо в виде каких-то водоемов ограничивает и поддерживает ее определенную форму, формирует эту самую воду. Вот такое взаимодействие стихий у нас с вами происходит. Это если коротенько. Каким образом у нас это отображено в придворных картах? Не только и не столько в придворных, сколько в младших арканах. Надо поговорить о том вообще, что такое младшие арканы. Тематика младших арканов тесно связана с тематикой социума, взаимодействия на материальном уровне этих самых 4 стихий: воды, земли, огня и воздуха. Есть теории, согласно которым карты Таро развились из старших арканов. К ним привязали игровую систему младших арканов, карточных игр, которые были сформированы на основе разницы уровней различных на то время общественных каких-то занятий, можно сказать, профессий. Есть такая колода, вернее, была раньше в Средневековье такая немецкая колода, которая называлась Хафамтершпиль, игра с придворными должностями. 15 век. Вот эти самые карты очень похожи на карты младших арканов. Каждой карте соответствует какая-то должность. Почмейстер, пекарь, бродобрей, глиняных дел мастер, как это называется, гончар, да. Есть маршал, есть управляющая система, король какой-то, да. И, соответственным образом, были 4 масти, которые изначально были привязаны к разным странам. Франция, Германия, что-то там еще такое вот. Определенным образом ссылались на как бы на менталитет жителей этих стран.
Считается, что вот эта младшая колода, да, банальная игровая колода, ну, соответственным образом играли таким, что младшая карта это если должность похуже. Например, маршал, конечно, одна из старших карт, а Бродобрей одна из младших карт. Потому что, ну, куда ему там, да? Вот. Гончар это вообще двоечка, да, такое, что-то слабенькое. Чья карта старше, тот и выиграл. Но определенным образом одинаковые карты разных мастей взаимодействовали тоже по определенному характеру. Какая-то масть была старше в какой-то момент, какая-то была младше в какой-то момент, в зависимости от игры. Все это настолько хорошо ложилось на тематику тогдашнего общества, что умные люди привязали это к философской системе и определенным образом объясняли построение западноевропейского средневекового общества по типу сословий. Есть разница между сословиями восточными и кастами, да, и сословиями западными. В первую очередь, потому как что у нас феодалы все-таки брали власть. Если говорить примитивно, опять же, стихия земли – это производители продукта. В средние века это крестьяне, либо люди определенным образом умеющие что-то делать. Да? То есть какие-то действительно полезные люди, без которых все другие давно бы уже, ну как сказать, загнулись бы, без пропитания. Горожане – это жители поселений, которые возникли на месте ярмарок. Ярмарки, в свою очередь, служили местом сборища торговых людей. Люди, которые ездили между селами и распределяли вот эти вот произведенные ресурсы между нуждающимися. Когда эти люди решили на постоянной основе селиться на местах проведения ярмарок, таким образом возникла цивилизация городов. Современная социальная среда, скажем так. Мы все с вами горожане, кроме сельских жителей. Таким образом, как бы можно разбить всех на условных горожан и условных жителей деревень. На тех, кто более рассудителен, более спокоен, более прагматичен, настроен на результат, а не просто на действие. То есть Земля, опять же, это нами может восприниматься тематика крестьян как чего-то такого вот. Ничего подобного. Крестьянин даст вам фору в выживании в лесу, на природе, он рукастый, он соображает, что и как. На самом деле достаточно прагматичный человек, обладающий крепким здоровьем и ставящий в первую очередь на прагматику жизни, а не на какие-то там эфемерные, абстрактные понятия. Горожане, в свою очередь, более деятельны, более активны. Это стихия огня, стихия торговли. И определенным образом они были настроены на взаимодействие. Если стихия Земли больше говорит о том, что человек должен обращать внимание на физический результат своей собственной жизнедеятельности, да, как у него что-то получается, то социальная масть жезлов, огня, заточена в первую очередь на общение между себе подобными. Для того, чтобы найти из множества поставщиков самого выгодного, самого надежного, самого податливого к уговорам, к торговле. Да? Ну вот. Потому как упрямые и последовательные крестьяне, они стояли на своем. Горожане находили какие-то лазейки. Горожанам можно отнести как формировавшуюся знать, можно сформулировать ее французским словом буржуа. Вроде бы уже как бы и не крестьяне, но еще и не элитные элиты.
Потому как горожане это, скажем так, самая широкая прослойка как раз в городской застройке, скажем так. А вот эти самые элитные элиты, их было не так много, но они выполняли функции управления как крестьянами, так и горожанами. Почему их было немного? Потому как происходил тщательный отсев. Во-первых, по принципу обучаемости, потому как дворяне должны были быть умными. Потому что мало быть сильной. Сильный — это качество в определенной степени присущее Земле. Земля — это накопленная энергия, да, скажем так, которая, однако, не спешит воплощаться в каком-то действии. Дворяне, исходя из тематики того, что если они знают, что надо делать, они делают это без тени сомнения. Если же понимают, что этого делать нельзя, у них есть определенная логика, которая поясняет, почему нельзя. Таким образом, они могут воздействовать на своих подчиненных, и так как человек умный, может охватить своим взглядом как бы сектор более широкий, чем человек, сконцентрированный либо на общении, либо на производстве, дворяне как бы с высоты своего положения оценивали более стратегические планы, строили более широкий взгляд на жизнь. И для воплощения этих долгоиграющих идей им нужны были многочисленные последователи, которые, в принципе, формировались из среды горожан и крестьян. Горожане, однако, в силу подвижности своего характера были менее склонны к управлению, более склонны к самостоятельности, к формированию цехов, основанных на принципе схожести интересов, на схожести желаний, да, цеха кожевенные, цеха каких-нибудь глиняных дел, цеха кузнецов и прочее, прочее, прочее. Да? И определенным образом успешные люди выбивались повыше, становились более или менее богатыми и брали власть уже в своей ячейке, скажем так. Вот ими всеми управляли вот эти самые элиты, которые владели всем просто по принципу силы. Сила — это когда ты можешь уговорить, убедить определенную часть людей следовать твоим приказам. Для того, чтобы это делать, нужно быть действительно, во-первых, умным, а во-вторых, последовательным, то есть честным. Твое слово должно соответствовать твоему делу. У тебя должны существовать понятия чести. Поэтому тематика воинского оружия всегда связана с тем, что если ты достал меч из ножен, если ты угрожаешь кому-то, ты должен доводить дело до конца. Иначе тебе это не спустят просто так. Вот. Тематика мечей как умных людей звучит еще и потому, что если мы берем горожан либо крестьян, их оружием были либо кинжалы, то есть ножи, либо топоры и косы. Те орудия, которыми они пользовались непосредственно в ежедневной деятельности. Учиться сражаться топором, косой, либо ножом не надо, потому как ты и так умеешь управляться с инструментом. Это твой рабочий инструмент. А вот сражаться с помощью меча нужно было специальным образом обучаться. Потому как ты же, это не орудие производства, это орудие войны. Этому подлежало учиться. Учиться тактике, стратегии, все эти финты, все эти тренировки, как бы времяпровождение якобы бессмысленное, но мало ли, вдруг война, а ты уставший, да?
Определенное количество свободного времени у дворян, которые были освобождены, скажем так, от пожирающего огромное количество времени необходимости создавать себе средства к существованию, как этим были заняты крестьяне либо горожане, которым постоянно нужно что-то делать, чтобы выжить. Дворяне опирались на действия своих подданных, подчиненных. Поэтому у них было много времени на то, чтобы изучать науки. И определенным образом взаимодействие стихии воздушной и то есть мысли, изучаемой мысли, и эмоционального восприятия тех мыслей, которые ты изучаешь, дает тебе, скажем так, понимание картины мира. Ты начинаешь понимать, как устроен этот мир. Того, что набрался какой-то умной информации. В университетах в этих самых, в консерваториях, понимаешь. Ты начинаешь замечать единство. Единство взаимосвязей мироздания. Объясняешь это неким божественным миропорядком. И тебе открывается дорога в четвертую стихию, в четвертое сословие, в духовенство. К духовенству можно отнести в полный рост современных ученых, которые одним боком у нас как бы в понимании взаимодействия, а другим боком пытаются собрать, объяснить, как это работает, как устроен наш мир. То есть можно сказать, что наука — это такая современная религия. Мы верим ученым точно так же, как раньше люди верили духовенству, просто потому что еще пока не было таких ученых. Вот. И соответственным образом духовенство управляло не с помощью силы, а с помощью эмоционального воздействия на этих самых дворян. К духовенству можно отнести и людей искусства. Они обладали, конечно, меньшей властью, просто потому что в то время искусство, скажем так, было на задворках управления миропорядком. А религия была в первых рядах. Поэтому главным в Европе был, несомненно, Папа Римский, а не какой-нибудь там король-император. Вот такие дела. Так что определенным образом стихии у нас присутствуют и сейчас в нашей жизни. Тематика каждой стихии, каждого сословия, опять же, делится на определенного рода 4 составляющие. Можно разделить, допустим, сословие феодалов, этих самых дворян, то есть военное сословие, если уж говорить напрямую. Опять же, на условно 2 типа. Те, кто управляют, и те, кто подчиняются, хотя сами управляют своими подчиненными тоже. Рыцарь и барон, он подчиняется графу, герцогу, либо королю. Просто потому, что в этой иерархии есть кто-то выше, кто-то ниже. Кто-то активнее, кто-то, грубо говоря, пассивнее. То есть тоже существует определенное разделение на сначала 2 части, а потом на 4, как и в каждой стихии. Если мы берем современную, допустим, айтишную фирму, у нас есть люди, айтишники начального уровня, те, которые просто пишут код пальцами на клавиатурах и смотрят в экраны, выполняют, грубо говоря, черную работу. Монотонную, скучную кому-то, но приносящую сейчас хороший, неплохой доход именно за счет востребованности данной профессии. Однако над этими, скажем так, производителями, над теми, кто пишет код, есть управляющие, которые обеспечивают взаимодействие между командой исполнителей и командой заказчика, то есть хозяином этой самой фирмы, который знает, что и как, какой продукт разрабатываем, планирует стратегию развития фирмы и дает указания промежуточному звену по донесению, скажем так, императорской мысли до
исполнителей. И соответственным образом над ними еще стоят люди идей. Всякие там Стивы Джобсы, которые забрасывают эти идеи в совет директоров, да? И этот совет директоров уже решает, какая интересная идея, свежая, эмоциональная, давайте, это понравится клиентам. Вот на основе этого можно создавать какой-то продукт дальше, двигать людей уже куда-то дальше. В каждом моменте нашей жизни присутствуют 4 стихии, и мы можем аллегорически, иносказательно разворачивать эти стихии, эти 4 уровня на любую ситуацию вообще. Таким образом у нас происходит взаимодействие управляющих и управляемых ветвей каждой стихии. Каждая из них в соответствии со своей стихией приобретает свой характер. Пажи, то есть подчиненные, зависящие от ситуации люди, могут проявлять как минимум 4 стихийных характера. Земля, огонь, воздух, вода. Соответственно, у нас 4 пажа, 4 типа подчинения. Подчинения, которые начинают включать в себя уже определенную инициативу, проводить активность, исходящую изнутри, это рыцари. Они тоже у нас могут быть 4 стихий. Огненные, это проявляющие свои желания. Воздушные, проявляющие свои мысли, свои идеи. Водные, испытывающие свои эмоции. И пентакли, земля, это предлагающие свой вариант осуществления какой-то абстрактной идеи в каком-то материальном уже виде, в конкретике какой-то. То же самое с королевами и с королями, только там уже начальники 2 типов. Короли полностью владеют ситуацией и управляют ей по 4 типам. Эмоциональный, тип желаний, тип конкретики земной и тип разумный, логичный. Королевы распоряжаются ситуацией, не владея ей полностью. Скажем так. Об этом мы говорили на лекциях по интенсиву по придворным картам. Можете пересмотреть. Что это нам дает? Взаимодействие 4 стихий и 4 типов подчинения управления, 4 уровней вот этих сословных, да, дает нам определенным образом 16 типов характера. 4 на 4. 4 стихии и 4 стихийных типа взаимодействия. 4 стихийных типа ощущений и 4 типа взаимодействия. Таким образом, 16 придворных карт. Вот такие дела. Такая система. Соответственно, каждая масть, каждая идея у нас может с вами развиваться по возрастающей. Почему по возрастающей? Потому что для человека максимум информации приходит с более возвышенного места. Защищаться удобнее на более возвышенном месте. На более высоких ветках вызревают более насыщенные плоды. Ну, то есть вверх всегда сложнее, но результативнее для стандартного, обычного, нормального, скажем так, человека. Поэтому можем сказать, что развитие каждой стихии по алгоритму от единицы до 10. 10 это естественное природное число пальцев человека и понятно ему интуитивно в плане развития идеи от 1 там, до 10. Это все логично. Тематика счета, тематика нумерологии. Вот примерно таким образом все это дело у нас с вами взаимосвязано. И мы можем, скажем так, определенным образом эти стихии отслеживать как в младших арканах, так и в старших арканах. В старших несколько сложнее, потому как нужно разбираться определенным образом в астрологии. Ну, пусть не глубоко, но тем не менее. Вот. Однако и здесь стихийное соответствие в старших арканах присутствует тоже.
желающие могут его использовать. Если у кого-то нет желания использовать такое количество информации, то, соответственно, есть типы гадания более простые, более интуитивно обоснованные. Вот, и таким образом каждый может выбрать себе систему по своему уровню. Если вам нужно больше информации, пожалуйста, ставьте лайк, и мы будем рассматривать дальше каждую стихию в отдельности. Да? То есть мы... Так, извините, у меня тут бунт машин. Каждую стихию будем рассматривать в отдельности. Будем рассматривать пентакли, жезлы, мечи и кубки. Есть у нас уже ряд видео на эту тему, но там мы концентрировались, собственно, на, скажем так, самих картах. Тут мы будем концентрироваться с другой стороны, заходить, что всегда полезно. Однобокая точка зрения дает вам четкий, но не полный характер понимания ситуации. А вот двустороннее рассмотрение какой-то системы дает нам объемное видение, так что достаточно полезно рассматривать младшие арканы не только с точки зрения развития цифрового, но и с точки зрения развития стихийного. Вот на этом мы сосредоточим наши усилия на дальнейших эфирах. Поэтому ставьте лайки, комментарии. Ну, вы сами знаете, что надо делать. Лучше всего, если вы поделитесь этим эфиром с какими-то вашими знакомыми в соцсетях. Это достаточно хорошо работает. Вот такие дела. Такие пироги. Какие вопросики там у вас есть? Вопросики какие-то есть, я так вижу. Я бы сказал, что искусство было не столько на задворках, сколько в услужении у духовенства. Художники, архитекторы, но вместе шли к одной цели. Да не то, чтобы там какая-то цель была. Цель была выжить. Ну вот, как и у нас сейчас, в принципе. Но сейчас мы придаем этому там какое-то глобальное значение, а раньше все выживали по умолчанию. Сейчас от нас не требуется каждый день преодолевать. Поэтому люди склонны терять смысл жизни, потому как им не надо преодолевать. Тогда начинаешь думать, а нафиг это все надо, если и так все есть. Да? Вот, скажем так. А то, что и искусство было на услужении у духовенства, ну да, что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Искусство в первую очередь поддерживало идеи, которые давало духовенство, идеи развития мироздания в какую-то правильную сторону. Так, вот такие дела. Окей. Хорошо. Очень интересная тема. В голове новые логические цепочки выстроились. Буду осмысливать на выходных. Осмысливайте. Осмысливайте. Сначала кажется все очень сложным. Не вяжется почему-то колесница со стихией воды. Может, дальше что-то станет понятно. Ну, если вы будете рассматривать колесницу с точки зрения рака, с точки зрения Луны, тогда вы, может быть, вспомните определенные мифы, в которых, скажем так, лодка, да, на которой путешествует, это такая египетская тема, скорее, именно поэтому там сфинксы на этой колеснице. Египетская тема о том, что Луна — это ладья, лодка, в которой божество путешествует по Нилу. Вот. Потому как были колесницы не только на колесах, но и, соответственно, естественным образом плывущие по рекам. Как-то так. Классный эфир, крутые знания. Будет запись. Да, запись оставлю во всеобщем доступе. Вот такие дела, пироги. Так, сегодня что у нас? Сегодня у нас пятница. Сегодня у нас пятница. И, соответственным образом, ну как, выходной, не выходной, как сказать. У нас выходной, допустим, в Норвегии. У вас там вряд ли, наверное, 17 число. Так что я вот сегодня к эфиру готовился, все это собирал в одно, продумывал, как я вам это буду рассказывать. Так что, пожалуй, буду отдыхать. Вот. Чего и вам желаю накануне выходных дней. Пятница, уикенд. Всем хороших выходных. Желаю всем приятно отдохнуть. Надеюсь, что информация, которую я вам сегодня постарался передать, вам была полезной и интересной. Не забывайте ставить лайк, комментарий
И я вам буду за это очень благодарен. Надеюсь порадовать вас тоже какими-то новыми интересными темами. Всем спасибо за внимание и до новых волнующих встреч. До свидания.